Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую и живу в разных странах. Сейчас мы находимся в городе Куала-Лумпур, это в Малайзии. Мы сюда прилетели из Таиланда, где до этого прожили целый месяц. И сегодня я хочу вам рассказать, как мы долетели, как подготовились, какие вопросы нам задали пограничники, как мы на них ответили, ну и просто погулять, показать вам достопримечательности этого прекрасного, красивого города. Погнали! Сейчас я вам хочу немного показать квартиру, которую мы арендовали. Мы всегда стараемся снимать жилье до $30 в сутки. Конкретно эта квартира с учетом всех налогов, всех сборов Airbnb у нас вышла в $24 в сутки. Она маленькая, посмотрите. Это студия, она совершенно небольшая. У нас тут есть кровать, вот такой диван, где мы завтракаем. Вот, собственно, телевизор, где мы смотрим YouTube. У нас есть рабочий стол, это тоже очень важный критерий. Ну, мини-плиточка, чтобы готовить завтраки и обеды. Ну и вот такая ванна. Все самое главное, что чистое, относительно новое. И сама квартира находится недалеко от центра. То есть нам туда ехать, если на машине, то 10 минут. На общественном транспорте будет, конечно, подольше, но все равно достаточно близко, что не может не радовать. Поэтому я всегда стараюсь искать квартиру, чтобы у нее была вокруг какая-то инфраструктура. Здесь у нас есть торговый центр, магазины, очень близко метро. Ну и, собственно, вот из минусов это только то, что она очень-очень маленькая, и это студия. Но из плюсов это тот комплекс, в котором она находится. Так, ну что, мы, в общем, вышли на улицу. Вот, собственно говоря, мы на нашем районе. Посмотрите, у нас вот здесь вот такой торговый центр огромный. Он на самом деле прям очень большой. Вот здание, в котором мы живем. Вот эта высотка огромная. Что хочу рассказать, мы сейчас, пользуясь Google навигатором, пытаемся добраться до самой главной достопримечательности и визитной карточки Куала-Лумпур, это башня Петронас. И дело в том, что в Куала-Лумпур нет вообще прямых улиц, и это очень интересно, но на самом деле очень довольно-таки сложно по навигации. Чтобы воспользоваться метро в Куала-Лумпуре, вам потребуются специальные жетоны, которые вы можете приобрести в аппаратах, расположенных прямо там. Обратите внимание, что не каждый аппарат принимает бумажные купюры. Да, в первую очередь нужно поменять на более маленькие купюры. Потом выбираем English, естественно. Buy tokens. Потом нам нужно понять, на какую мы станцию. Вот нам нужно было на станцию Пасар-Сини. Тут их две, мы выбрали KGL ветку. Вам выбрали. Вот цена ваша, 2,2 рингита, 1 adult. Нам нужно 2 adult. Нажимаем Confirm, вставляли купюры, нам выплюнуло 2 вот таких вот жетончика. Все. В первую очередь мы, конечно же, отправились к самому узнаваемому символу города – башням Петронас. Это два 88-этажных небоскреба, высота которых 452 метра. Эти башни были построены в 1998 году, и в то время они были самыми высокими зданиями в мире. В башнях Петронас расположены офисы, выставочные конференц-залы и художественная галерея. Но мы не стали заходить внутрь, больше гуляли вокруг и любовались на этих гигантов. Так, ну что, сейчас мы идем в парк, который находится за этими башнями. Судя по всему, парк будет тоже потрясающий. Я уже примерно представляю, как там красиво. Вообще прикольно, вот я как вам и говорила, что здесь нет прямых дорог, улочки всегда извиваются постоянно. И это, конечно, выглядит очень интересно, но немного ориентироваться сложновато. Вот посмотрите, какой прекрасный парк. Ну не красота ли? Ну что, в общем, я хочу вам немного рассказать вообще про то, что нужно, чтобы прилететь в Малайзию и какие нам задавали вопросы.
Вообще, на самом деле, наш опыт это, конечно, не обязательно, то, что у вас будет именно так же, и вам будут задавать тоже всякие вопросы. Возможно, это зависит от того, что сейчас, все-таки не сезон, туристов мало, пограничники скучают и задают больше вопросов. У нас начались вопросы еще на этапе того, когда мы были в Бангкоке и когда мы регистрировались. Нам задавали вопросы, есть ли у нас обратные билеты из Малайзии. Причем нас попросили обязательно их предъявить. Они внимательно изучили эти билеты. У нас они были. Следующий вопрос у них был, где мы будем жить. Мы им сказали, что мы будем 2 недели жить в Куала-Лумпур, а потом мы уедем в другой город, Мелака. И они нас попросили предъявить оплаченные брони о том, где мы будем жить. Они также внимательно изучили бронь нашего гостиницы. Они внимательно посмотрели адрес этой гостиницы, и в целом на этом все. Вопросы закончились, мы сдали наш багаж. У нас были билеты, у нас была оплаченная гостиница только на 2 недели в Куала-Лумпуре, а неделя в Мелаке у нас была просто неоплаченная бронь. Когда мы уже прилетели в Куала-Лумпур, была огромнейшая очередь пунктом погранконтроля. У нас сняли отпечатки пальцев, тоже спросили, насколько мы. Нас не попросили предъявить брони, просто, можно сказать, поверили на слова. Но на самом деле из-за того, что очередь была очень большая, мы реально там стояли, наверное, часа полтора. Так что имейте в виду, что лучше всего вам подготовиться, обязательно купить обратные билеты. Вы можете попробовать купить бронь обратных билетов, и не обязательно в страну вылета, вашего вылета или в страну гражданства. Можно купить абсолютно в любую другую азиатскую страну. Посмотрите, просто бассейн. Какая красота! Хочу рассказать вам несколько интересных фактов про Куала-Лумпур, которые лично мне кажутся очень клевыми. Во-первых, самое главное, здесь практически не бывает ни землетрясений, ни цунами, ни каких-либо еще катаклизмов. И это офигенно как круто. При этом здесь практически никогда не бывает ярко выраженной смены сезонов. То есть тут не бывает прям ультрасезона дождей. Тут круглый год одна и та же хорошая температура. Малайзия — это такая страна-космополит. Тут очень хорошо все разговаривают на английском языке. Мы решили дойти до района Букит-Бинтан в поисках еще одной достопримечательности города, да и в целом Малайзии. И это уличное искусство. В Малайзии очень любят украшать улицы и дома прекрасными стрит-артами. Вообще прикольно, в Куала-Лумпур очень-очень много огромных красивых муралов, и смотрится это очень классно. Все эти картины превращают старые обветшалые дома и переулки в настоящие художественные галереи и становятся классной достопримечательностью города. Куала-Лумпур самые интересные точки с уличным искусством можно найти в этих местах. Букит-Бинтан — это район, где вы можете найти не только крупнейшие торговые центры, всевозможные бары и рестораны, но и старые улицы, которые мэрия Куала-Лумпур превратила в арт-объекты, и старые дома заиграли новыми красками. Относительно недалеко от этого района находится еще и китайский квартал, в который также стоит заглянуть, ведь именно там спрятан незаметный дворик с прекрасными рисунками, которые описывают быт прошлых лет жителей этого района. Я лично очень люблю подобные локации и всегда стараюсь туда заходить и сделать несколько красивых снимков. Представляете, здесь ходит бесплатный автобус по кругу. Он ходит только в одну и ту же сторону и по одному и тому же кругу, по центру, по всем достопримечательностям основным. Но на самом деле здесь настолько безумный трафик. Вот мы сейчас стоим, здесь 1 миллион людей. Здесь очень много машин. Я, конечно, не пробовала, но что-то мне подсказывает, что передвигаться на этом автобусе будет, весьма затруднительно. Если только совсем рано с утра, когда народу не так много. А в такие относительно самые туристические точки, самые главные достопримечательности, везде ходит метро и, в принципе, везде можно передвигаться.
Но учтите важный момент, что здесь настолько захватывающий город, что если вы планируете за один день посетить их все, то у вас это не получится. За день, мне кажется, точно основательно не посмотреть все эти точки. Город огромный, город красивый и очень интересный. Мы решили поесть, но мы выбрали для этого какое-то не очень хорошее место. Знаете почему? Потому что тут просто нереально много всего. Вы посмотрите на это. Это же охренеть! Просто жесть! Ну, я не наемся вот этих. Оу, вот здесь всякие вкусные штуки. Ну, Кирилл, ну тут придется раскошеливаться. Так, ну что, давайте пробовать. На столе у нас сразу же есть васаби, соевый соус, только я почему-то не увидела имбиря, и это очень странно. Ну ладно. И вот наши роллы, которые я сейчас буду пробовать. Ой, ой-ой-ой. Профессионал, заработай. Вы, кстати, знали, что суши на самом деле нужно есть рыбу класть на язык? Но это, мне кажется, неудобно. Очень вкусно. Это прям очень вкусно. Я вообще очень-очень люблю японскую кухню. Ну, в общем, Кирилл за кадром тоже очень хочет есть, поэтому пожелайте нам приятного аппетита. Мы будем наслаждаться прекраснейшей японской кухней. Как я и говорила, посмотреть все достопримечательности за один день просто невозможно. По крайней мере, у нас этого не получилось. Поэтому на следующий день мы снова отправились на прогулку. И в первую очередь мы пошли на площадь Независимости, она же площадь Мирдека. Это одна из главных туристических точек. Именно здесь в 1957 году была провозглашена независимость Малайзии и поднят флаг родной страны. Площадь очень красивая. Здесь здание, возведенное в честь султана Абдул-Самада. Здание конца 19 века, и оно, конечно, очень красивое. Сейчас эта площадь представляет собой открытое пространство с ухоженными зелеными лужайками. Данная локация часто становится местом проведения международных марафонов, фестивалей, карнавалов и концертов под открытым небом. Изюминкой площади считается здание султана Абдул-Самада. Это кирпичное сооружение высотой в 41 метр было спроектировано и построено британским архитектором в 1897 году. Куала-Лумпур прям очень фотогеничный город. Здесь хочется фотографироваться просто на каждом шагу, на каждом углу. Город утопает весь в зелени. Совмещена архитектура как старая, очень древняя, аутентичная. Также здесь очень много современных высоток, небоскребов. И при этом это все соседствует с друг другом и очень классно друг друга дополняет. В общем, Куала-Лумпур, респект, не перестаю восхищаться. Мы сегодня гуляем уже второй день по городу, и я прям, мне прям очень тут нравится. На вот этой площади Мирдека, где мы находимся, помимо самого здания султана, здесь есть еще Королевский крикетный клуб, который основан еще британцами во времена их правления. Вот мы сейчас вышли как раз на площадь, которая находится у этого здания, и, собственно говоря, вот само здание, посмотрите. Вообще, как вы можете заметить, Куала-Лумпур — это очень-очень зеленый город. Все утопает в зелени. А еще посмотрите, сзади меня видно вот эту башню. Это башня Мирдека, и она в высоту 628 метров, если я не ошибаюсь, и занимает второе место в мире по высоте после Бурдж-Халифа, расположенная в Дубае. После того, как мы вдоволь налюбовались площадью, мы решили отправиться в самый большой и красивый китайский храм в Малайзии. Мы, конечно же, не могли не заехать в один из самых больших китайских храмов в Юго-Восточной Азии, в один из самых живописных и в один из самых посещаемых. В отличие от других достопримечательностей, храм Тяньхоу расположен не в центре города, а немного в отдалении, на вершине холма. Мы решили доехать на такси, а обратно спуститься пешком, пройтись по
району Маленькая Индия и дойти до железнодорожного вокзала КЛ Централ. Оттуда уже можно уехать до любой точки города. Храм Тяньхоу открыт 7 дней в неделю, и вход туда совершенно бесплатный. В идеале приезжать либо рано с утра, либо наоборот вечером, когда зажигается 1000 фонариков и огоньков. Мы приехали в разгар дня, и там было очень много туристов. Храм Тяньхоу – один из самых больших китайских храмов Малайзии и включает в себя 6 уровней. На первом уровне можно перекусить и купить сувениры. На втором расположен зал для торжественных событий, в основном свадеб. На третьем находится офис и образовательный центр китайской общины Куала-Лумпура. 4-й уровень – это, собственно, храм или зал для молитв. 5-й и 6-й уровни – это башенки в китайском стиле с колоколами под потолком и прекрасными видами на город Куала-Лумпур. Храм действительно очень красивый и интересный. Я однозначно рекомендую его к посещению. Обратно мы сейчас планируем спуститься пешком с этой горы, потому что спускаться проще, чем подниматься. И пишут, что дорога будет весьма живописная, и плюс мы зацепим немножко маленького индийского квартала. Наш путь сейчас будет пролегать по индийскому кварталу. Вот она. Добро пожаловать в маленькую Индию. Мы, кстати, ни разу не были в индийском квартале. Вот как раз сейчас посмотрим, какой он в Куала-Лумпур. Так прикольно вообще, действительно. И тут еще так пахнет благовониями, очень прикольно, так атмосферно, вокруг много индийцев. Индийцев? Индийцев. Очень атмосферно, достаточно аутентично. Вот, можно сказать, и съездили в Индию, тоже прикольно. А сейчас мы решили попробовать японские десерты. Как гласит вывеска, это лучшие японские десерты в городе. В общем, мы решили попробовать вот такой вот ice tea set. То есть он подается с горячим матча чаем. И, короче, вот, мы будем пробовать это. Сейчас посмотрим, как это будет. Это очень интересно. Смотрите, это мороженка, я так понимаю, со вкусом матча чай. И самое забавное, что здесь бобы. Сейчас буду, короче, пробовать. Но выглядит как просто красная фасоль. Мороженка со вкусом матчи. Оно горячее, да? Вот с этой стороны горячее. Вот эти шарики, мне кажется, горячие. Это какие-то бобы. Это тупо красная фасоль, как будто бы. Она в сиропе. Она сладковатая. И вот какой-то шарик. Даже не знаю, что это такое. А, вот смотри, тут такая штука. О. А это напоминает, знаете, в Таиланде я пробовала тайский десерт с рисовым клейкими шариками. И вот это очень на это похоже. Но у них такая структура, как будто бы это переваренный в кашу рис какой-то, взбитый, и из него слеплены шарики. Вот примерно на что-то такое это похоже. А это странно. Это не невкусно. Мороженка вообще прикольно. Бобы странно, но сладко. А все, что сладко, в целом всегда вкусно. Ну, короче, необычно. Вот этого прикольно. Ну и к этому еще подают горячий чай матча. Вот. Ну что, друзья, мы сейчас едим свой десерт и отправимся уже домой, потому что мы снова исходили 20 тысяч шагов, очень устали. Спасибо, то, что были сегодня с нами. Всем пока, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.